Чего нельзя в Арабских Эмиратах и Дубае туристам? Объединенные Арабские Эмираты – страна, которая живет по строгим мусульманским законам. В крупных туристических городах правила поведения более свободные, но знать их все равно нужно. Если вы нарушите их и совершите то, что туристам нельзя делать даже в Дубае, наказание может быть суровым. Речь идет не только об устных замечаниях от местных жителей и полиции, но и о штрафах, депортации из страны, внесении в черный список или даже о тюремном заключении. И первое правило – формально запрещено жить в одном номере мужчине и женщине, между которыми не заключен официальный брак. На практике большинство отелей Дубая с международной клиентурой это правило не соблюдает. Вам стоит заранее выяснить отношение администрации отеля, в который вы собираетесь заселиться, к этому вопросу. Второе. В Арабских Эмиратах и Дубае запрещено фотографировать мужчин без их разрешения, женщин с разрешением или без. Административные и военные здания, стратегические объекты, включая морские пристани. Также существуют ограничения на фото многих достопримечательностей. Проявление романтических чувств на людях строго запрещены. В Дубае, с кем бы вы ни здоровались, нужно делать это правой рукой и сняв солнечные очки, если они на вас надеты. Кланяться при этом не принято. Левая рука в Арабских Эмиратах считается грязной, так что нельзя не только здороваться ею, но и держать в ней столовые приборы или передавать другим людям с помощью нее что-либо. Если вас пригласили в гости, отказываться нельзя. Придя в чужой дом, снимите обувь и поздоровайтесь с хозяевами. Сев за стол, не устраивайте ноги так, чтобы ступни видели другие люди. Темы для разговоров желательно выбирать нейтральные, не углубляясь в политические и религиозные вопросы. Также неприлично расспрашивать у арабов о конкретных членах семейства, особенно о женщинах. Если хотите поинтересоваться их благополучием, можно спросить о семье в целом. Принимать пищу на ходу или стоя не принято. В Рамадан, месяц поста для туристов, действуют особые правила, о которых я расскажу в другом видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Стражи порядка борются за чистоту улиц драконовскими методами. По счастью, урны для мусора в общественных местах попадаются на каждом шагу. В Дубае пекутся не только о чистоте улиц, но и о чистоте языка. Ругань и использование нецензурных слов могут привлечь к себе нежелательное внимание полиции, даже если они ни на кого не направлены. За прямое оскорбление можно получить крупный штраф и досрочное выселение из страны. Так был прецедент, когда туристку выпроводили из Арабских Эмиратов за то, что она продемонстрировала полицейскому средний палец. Еще тяжелее наказание за кэтколлинг – неприличные комментарии в сторону арабских женщин, чтобы привлечь их внимание. Штраф за такие действия может превышать $15 тысяч. В случае возникновения конфликта с правоохранительными органами или служащими любых учреждений, не пытайтесь дать взятку. Этим вы только усугубите свое положение. Не принято в Арабских Эмиратах и дарить подарки за услуги, которые вам и так должны оказать. Последний пункт касается и чаевых. В Дубае их оставлять не принято. Сделать это можно привычные 10% от суммы заказа или около того, и никто на вас не оскорбится. Но это не слишком распространенная практика, и никто от вас чаевых ожидать не будет.